Прополис в борьбе с инфекциями. В глубине древних лесов произошло событие, которое изменило историю человечества. Именно там, в тихом убежище пчелиной группы, природа создала уникальное вещество, способное противостоять самым коварным инфекциям. Представьте себе, небольшой комочек янтарного цвета обладает силой, о которой мечтают современные ученые. Это не выдумка и не фантастика, это прополис, природный антисептик, который уже тысячи лет служит человеку. История его применения начинается с далеких времен Древнего Египта. Там его использовали для бальзамирования, зная о его удивительных свойствах сохранять ткани от порчи. В Греции его называли «жидким золотом здоровья», применяя для лечения ран и заболеваний горла. Но самое интересное началось совсем недавно, когда ученые открыли тайну его действия на молекулярном уровне. Они обнаружили, что в составе прополиса содержится более 100 активных веществ, каждый из которых играет свою роль в защите организма. Представьте ситуацию. Вы простужены, горло болит так, будто в нем распалились угли, а обычные средства не помогают. Именно в этот момент приходит на помощь природный антисептик. Прополис действует как целая армия защитников, которые методично уничтожают бактерии и вирусы. Но механизм его работы намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Он не только убивает патогенные микроорганизмы, но и усиливает иммунную систему человека, обучая ее распознавать новые виды угроз. Однажды я встретил врача, который рассказал мне удивительную историю. Одна его пациентка долго лечилась от хронического танзелита, безуспешно перепробовав множество препаратов. Когда она стала использовать прополисовые спреи, результат превзошел все ожидания. Через несколько недель регулярного применения ее состояние значительно улучшилось, а через месяц полностью исчезли все симптомы заболевания. Этот случай стал для меня наглядным примером того, насколько мощным может быть природное средство в борьбе с инфекциями. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Существуют определенные правила применения прополиса, которые необходимо соблюдать для достижения максимального эффекта. Например, важно помнить о том, что разные виды этого вещества имеют различную концентрацию активных компонентов. Есть европейский прополис, богатый флавоноидами, и бразильский, содержащий уникальные антибактериальные соединения. Выбор зависит от конкретной задачи. Если требуется борьба с вирусными инфекциями, лучше выбрать первый вариант, а для бактериальных – второй. Однако существует ряд ошибок, которые могут свести на нет все усилия по лечению. Некоторые люди думают, что чем больше они примут прополиса, тем быстрее станут здоровыми. На самом деле это может привести к обратному эффекту, вызвав аллергическую реакцию или даже отравление. Особенно важно следить за дозировкой при применении внутрь. Начинать следует с малых количеств и постепенно увеличивать их под наблюдением специалиста. Интересен тот факт, что прополис эффективен не только при местном применении, но и в качестве добавки к пище. Его можно растворять в теплой воде, добавлять в чай или принимать в капсулах. При этом важно помнить о температуре жидкости. Слишком горячий напиток может разрушить полезные вещества. Оптимальная температура должна быть такой, чтобы вы могли комфортно держать руку над поверхностью воды в течение 10 секунд. Существует множество рецептов народной медицины, использующих прополис. Например, классический рецепт для укрепления иммунитета предполагает смешивание 3 частей меда с 1 частью прополиса. Полученную смесь необходимо настоять в темном месте в течение 3 недель, периодически взбалтывая. После этого ее можно принимать по маленькой ложке перед едой. Такой природный комплекс поможет не только справиться с текущими проблемами, но и подготовить организм к сезонным простудам. Но давайте углубимся еще дальше в тайны этого удивительного вещества. Ученые установили, что прополис содержит особые соединения, которые блокируют развитие некоторых видов грибков. Это особенно важно для людей, страдающих от хронических микозов. Представьте себе, натуральное средство, которое не вызывает привыкания и работает эффективнее многих синтетических препаратов. Однако здесь также существуют свои особенности. Некоторые виды грибков устойчивы к стандартным составам, поэтому необходимо подбирать индивидуальный подход. История одного исследовательского центра демонстрирует, насколько важен правильный выбор. В одном из экспериментов ученые сравнивали действие разных типов прополиса на различные виды патогенных микроорганизмов.
Они обнаружили, что красный бразильский вид наиболее эффективен против стафилококков, тогда как европейский лучше справляется с вирусами герпеса. Эти данные позволили создать целую линейку специализированных препаратов, учитывающих особенности каждого случая. Когда дело доходит до практических рекомендаций, важно помнить о нескольких ключевых моментах. Во-первых, перед началом применения необходимо проконсультироваться со специалистом, особенно если у вас есть хронические заболевания или аллергические реакции. Во-вторых, важно правильно хранить препараты. Они должны находиться в темном месте при комнатной температуре. В-третьих, необходимо соблюдать режим приема, не прерывая курс даже при первых признаках улучшения. Особенно интересен опыт использования прополиса в стоматологии. Многие зубные клиники успешно применяют его для лечения пародонтита и других заболеваний десен. Представьте себе процедуру. Врач наносит специальный гель, содержащий прополис, на воспаленные участки. Через несколько дней пациент замечает значительное уменьшение отечности и боли. Это связано с тем, что вещество не только уничтожает бактерии, но и способствует регенерации тканей. Но самое удивительное заключается в том, что прополис продолжает удивлять ученых новыми свойствами. Недавние исследования показали его потенциал в борьбе с некоторыми видами онкологических заболеваний. Хотя эта область пока остается малоизученной, первые результаты дают повод для оптимизма. Представьте себе мир, где природные средства занимают достойное место рядом с химической медициной, дополняя ее своими уникальными свойствами. Таким образом, прополис представляет собой не просто природный антисептик, а целый комплекс защитных механизмов, созданных матушкой природой для нашего здоровья. Его использование требует внимательного подхода, знания особенностей и соблюдения правил. Но результаты поразительны. От простого улучшения состояния до серьезных медицинских прорывов. Если вы хотите попробовать этот удивительный природный дар на себе, начните с малого. Поговорите со своим врачом, выберите качественный продукт и следуйте рекомендациям. Возможно, именно этот шаг станет началом вашего пути к лучшему здоровью и большему пониманию сил природы. Помните, каждое маленькое решение может изменить вашу жизнь к лучшему, надо только сделать первый шаг. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.